Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Очередная серия про отопитель. В этой серии все-таки я его запустил. Ролик, или серия получилась длинная, потому что хотелось уже завершить эту эпопею. С другой стороны, материала отснял очень много. Я, конечно, обрезал, что-то на ускоренное сделал. Много мне показалось моментов, которые хотел показать, рассказать о них. Ну и забегая вперед, скажу, что сначала сделал, потом переделал. Поэтому немножко серия удлинилась. Параллельно занимался электроканистрой, но все эти материалы удалил при монтаже и перенес в будущую серию. Поэтому сейчас чай, кофе, как обычно, печеньки. Приятного просмотра. Колесная арка. При движении по песку или там с выезда, по воде, с выезда с грунтовки, прям здесь шум такой, шипение, шуршание. То есть та марка, она ничем не зашумлена. И вот прям сразу эффект. Заклеил, заметно прям как-то более гулкий такой шум стал. Как-то уже не так шипит. С той стороны запаска, и она здесь упирается. Поэтому смысла нет. А с той стороны прям очень заметен эффект. Подсветка салона, смотрите, как работает. Открываю водительскую дверь. Включается здесь и багажники. Теперь смотрите. Открываю дверь в салон. Оп. Загорается салонный фонарь. Когда зашумливал крышу, сделал еще фонарик. Великолепная подсветка. Еще бы в багажник полку бы сделать здесь и карпетом обить. Было вообще отлично. Ребят, вот еще один момент. Металл где-то 0,6, там, не знаю, 0,7 может быть, может 0,5 толщиной. А за ним сразу салон. Обклеивал. С этой стороны снял бардачок, можно долезть. А вот с водительской стороны, там, наверное, не знаю, панель приборов, что ли, вынимать. Как тут все это я разобрал. И обклеил. Зашумел там, обклеил. На улице +9, а внутри 14. То есть разница 5 градусов. Крышу утеплил, передок немножко. И заметно стало, что как-то в машине нагревается она. То есть подогрева, фен не работает. В машине становится теплее. Раньше такого не было. То есть там, грелось там на 1 градус, но и не больше. То есть разница с улицы была где-то 1 градус. А сейчас, видите, может тут 5. Понятно, что если солнце светит, то нагреется сильнее. Но сейчас нет солнца. Видите, именно что солнца нет и нагрев идет. Вот эксперимент. Сел в машину, сейчас вечер. Температура 12 на улице, 12 внутри. Сейчас где-то минут 50 буду ехать и посмотрим, насколько изменится температура, изменится ли вообще. Ребят, результат эксперимента. Слева часы. В пути я где-то 55 минут был. Ехал из загорода, сейчас в центре города. Температура, видите, поменялась. Думаю, результат утепления крыши более чем положительный. Положительный плюс. Там 15-16 у меня моргает. То есть, нагревается за счет того тепла, что я внес в салон. То есть я из теплого помещения сел в машину, тепло выделил. Здесь оно
не сильно ты потратилась. Ну, скорее всего, так. Надо скорее что-то решать с обогревом машины, а то езжу как бандит какой-то. Еще очки потеют. Кошмар. Непродуманная маска. Еду шиномонтаж менять. Ну как менять, одевать на диски зимнюю резину. И пока еду, хотел историю одну рассказать. Есть один очень чудесный шиномонтаж. Я как-то в прошлом году, как раз когда колесо лопнул, я туда второй раз поехал. Купил 4 шины летних, вот 2 серии назад про них рассказывал. И приехал в шиномонтаж в тот же самый, знал, что там уже, лучше туда не ехать. Но думаю, ладно, к шинам, к покупке вот этих шин прилагался талон на бесплатный шиномонтаж. Думаю, попробую, я же вроде ничего не теряю. Вот, но там балансировка платная была. А до этого я, когда на такую же акцию попадал, вот, получалось, что если платный монтаж и балансировка, это стоит 1000 рублей. Ну там 990, там смотря сколько грузиков повесит. А у них оказалось, что шиномонтаж бесплатно, а за балансировку нужно заплатить 950 рублей. То есть, я понял, что это так, вот. И когда второй раз я туда обратился, я думаю, буду без балансировки, просто монтаж и все. Вот, но балансировку надо было сделать, поэтому думаю, пусть монтаж сделают, а балансировать поеду в другое место. Вот. Но у меня еще проблема с дисками была, то есть я диски должен был, которые сейчас покрасил в белое, они должны были приехать. Я думал, сразу на них поставить, поэтому решил сейчас на 2 колеса установить новые шины, а на 2 попозже. Привез, там даже не привез, а принес в этот шиномонтаж диски, 2 диска и шины новые. Вот, рассказал, что так и так, да, вот талон, акция, все дела. И сам ушел в магазин, там, через стенку был магазин, не помню, что-то там, какую-то мелочь купить. И заходит, в общем, через несколько минут в этот магазин шиномонтажник, в руках держит камеру. Ой, у вас, говорит, тут камера. А у меня эти колеса я отдавал время, одевать, и камеры там были, то есть нужно было резину поменять. Приносит камеру, у вас, говорит, камера дырявая. Я думаю, как дырявая, я, полгода отъездил, все нормально. Такое в недоумении. Камера там, в принципе, ерунда, 400 рублей. Ни о чем, вот. Но сам, принцип, и заклеить ее там что-то 200 или 300 рублей, что-то так. Она вся мокрая, эта камера. Все равно беру ее в руки, кручу, а чувствую, она какая-то тяжелая, что-то не то. И смотрю, крутил. Смотрю, она не моя камера, она какая-то большая. Я говорю, молодой человек, она моя, это моя камера? Да, ваша. Я, говорю, ее вытащил из колеса. Я говорю, как? Она R14. То есть она 14-го радиуса стояла, я понимаю, можно вставить, 14 в 13, там даже и 15 можно вставить, но у меня не было такого, потому что при мне монтаж осуществлялся, я сам все, эти камеры покупал, все, то есть, явно, что мне не мою камеру подсовывают, и пытаются там деньги взять. Я, не стал на ремонт соглашаться, купил еще одну камеру новую за 400 рублей. И мне 2 колеса собрали. Я договорился, на следующее утро приеду туда же, еще 2 колеса дособеру. Сказали, хорошо, давай, приезжай. Все, утром приезжаю. Этого паренька уже нет, там старшего тоже уже нет, другая совсем команда. И объясняю, что вчера шиномонтаж сделал, 2 колес, мне еще 2 колеса доделал. Хорошо, давай. И тут же ушел в какую-то там каморку, там где там эти документы оформляются, приходит и говорит, у вас же, говорит, колеса камерные, поэтому вам нужно заплатить 200 рублей за демонтаж камеры. Я говорю,
Демонтаж камеры, серьезно, 200 рублей, он, ну да, типа того. Блин, я как, вроде всегда бесплатно, ну, может быть бесплатно, но вот как бы мне так сказали. Я говорю, ну ладно, давай колеса сюда, и, короче, это... В общем, суть в том, что вот этот акционный монтаж бесплатный, он в итоге обходится чуть дешевле, может быть, чуть дешевле, но там, опять же, камера будет не новая, она уже там дешевле в 2 раза, она БУ идет, то есть вам поменяют камеру там в 2 раза дешевле, чем в нормальном сервисе. Ну, куда вот я еду, я уже там доверяю, там можно и оставлять на ночь там эти шины, все сделать по-человечески, чуть дороже, да, но, блин, там нормальный сервис. Вот, чуть дороже, но может быть даже и в ту же цену сделать. Поэтому я как бы вот сейчас, ну, туда еду, и я бы его рекомендовал, конечно. Но вот такие вот сервисы, блин, то камеру не ту подсунут, то у них балансировка по цене монтажа с балансировкой там, ну, вообще отстой какой-то, блин. Спросил у них, также в этом сервисе есть услуга замена тормозной жидкости, 1500 рублей. А в других сервисах, вот, ну, я не стал там соглашаться, поездил по другим сервисам, там 700-800 рублей. Вот, ну, в одном сервисе я сделал, да, там 700 рублей обошлось. В том же, где, ну, там ремонт, ну, до этого знакомый, там, ну, как знакомый, не одну машину я у него, ну, не один раз я у него ремонтировался, к нему приехал, заменили тормозную жидкость. А так, это вот сервис, ну, я его не называю, потому что в целом потом я когда писал на сайте директору, обращался к директору этой сети, вот, мне перезвонил сначала сам директор магазина, вот, год назад, а вот когда мне пытались мою камеру уже там выдать, что она, ну, R14, что это моя, потом за демонтаж камеры деньги собрать хотели, я тоже написал, позвонил менеджер нескольких автосервисов, говорил, приезжайте под моим надзором. Я говорю, ну, я сейчас приеду, и что мне там? Мне наоборот скажут, ах, такой, пожаловался, там, блин, сделаю сейчас. Поблагодарил его я, но не поехал никуда. Ему сказал, не переживайте, никакой рекламы делать не буду. Поэтому я не называю, что это за сервис. Но такие есть у нас. И не только, я думаю, в нашем городе, во многих городах. Ну, все, я приехал. Сейчас будем одевать зимние колеса, шины. Приехал шиномонтажа, сейчас соберу правую сторону, бак поставлю и буду колеса ставить. Вот так вот сделал кронштейны, прикрутил, значительно усилил. Вот. Осталось покрасить и собирать. А перед этим я примерю. Встал бачок на родные места. Видите, что получилось? Наклон должен быть тут. А судя по тому, сколько солярки в этом углу, наклон в этом. Да тут и так видно, что неправильно. Придется переделать. Потратил пару минут на доработку. Добавил вот этот еще квадратик из пластины. Вот. Отверстие перенес сюда, но не попал. Там получилось надо по радиусу. Вот я сюда еще раз перенес. Ну, на всякий случай это сделал. Что у нас получается теперь? Теперь получается вот небольшой наклон в сторону слива. Вот. Так, думаю, оставить. Я думаю, здесь полка будет. Поэтому, если я бак еще наклоню, то эта горловина будет мне прям сильно мешать. Все, так оставляю. Все установил. Установлено нормально. Единственное, здесь вот момент такой получился. Прижалась она сильно. Я когда устанавливал, видел этот момент. Туда вставил утеплитель, чтобы отжать немножко этот бачок. Но когда гайками зажимал, он сильно прижался. Ну, ничего страшного. Попробую, когда полный залить и проехаться. Если будет биться, ну тогда здесь вот еще подложу. Тут. Раз и все устранится. Все, на этом пока все.
провел трубку от бачка, вывел сюда. Вот она, насос новый. Вот сейчас попробую, будет ли он протекать или не будет. То есть запущу, несколько капель спущу и посмотрю, что дальше будет. Буду поэтапно действовать. Вот, ребят, еще что заметил. Включил печку. Она вначале продувается. Продувка котла, там, ну, продувка, все, что можно продуть. Вот, и здесь запах пошел. Видите, вот тут улицу видно. Вот там. Вот. Вот трубка как бы под водительским сиденьем находится. Вот. А запах пошел отсюда. Поэтому вот эту выхлопную трубу буду выводить в хвост машины. Купил вот такую трубу двухметровую, нержавейку специально для выхлопных газов. Ну так, в магазине спозиционировали ее. И поставлю под машиной, чтобы выхлоп сзади был. Вот, я помню, тогда разбирал потолок, там чернота была. Ну вот, наверное, по этой причине, что все-таки протекал выхлоп в салон. Вообще мне тут не нравится как бы вот эта вот установка. То есть вы видели, да, тут отверстие на улице. То есть вот это уже батарея идет большая. То есть здесь воздух циркулировал и охлаждал батарею. Зимой это не актуально, наоборот, даже если я все щели заткну, то будет хорошо. А вот летом батарея будет нагреваться. Поэтому тут сезон получается такой, что летом надо все отверстия разоткнуть, все щели тут, зимой подзатыкать, потому что здесь тепло пойдет по этим патрубкам. Вот они из алюминия гофрированного, и будет, ну, потери, то есть холодный воздух будет из-под машины сюда попадать, выходить и тепло забирать. Вот, либо это все надо утеплить, именно трубки. Вот, либо, ну, сезон так, сезон так. Так, ребят, включил. Сейчас она продувается. Вот здесь калильная свеча прогревается. Как прогреется, включится насос. И посмотрим, что будет получаться. Ага. Насос заработал. Работать он будет в холостую недолго. Печка поймет, что топливо не попадает, и выдаст ошибку, что проверьте топливную систему. Угу. Пошло брызгаться, видите, работает. Ну, прокачал, все, выключаю. Нажал здесь кнопку выключить, но некая инерционность все равно есть. Это нужно учитывать при эксплуатации. Котел должен остыть, и насос, видите, он все реже. Вот, и этот процесс, он несколько минут продолжается. То есть, когда, получается, у меня электропитание котла подключено к системе зажигания. Вот если, например, доехал до места, да, выключил печку и заглушил машину, и тепло в котле останется, в насосе, там, вот видите, сейчас он качает, там тоже что-то, наверное, останется. Вот это неправильно. То есть там за пару-тройку минут до приезда к месту нужно выключить печку, чтобы она вот этот режим прошла. Или потом, когда приехали на место, да, не глушить, ну, зажигание не выключать какое-то время, пока вот эти вот переходные процессы не пройдут. Все, насос перестал работать. Жду, пока прекратит дуть вентилятор. Угу. Вот, и в таком виде оставлю на ночь. Вот, посмотрю, будет ли вытекать солярка или не будет.
Вот, если не натечет за ночь солярка, то значит проблема была в насосе. Я ее устранил. И буду дальше вот эту трубку, подающую топливо, подключать к котлу. Вот завтра как раз воскресенье. Думаю, завтра сделаю. Вот и должен сделать еще выхлоп. Примерно вот так будет выглядеть. Прошла ночь, полдня. И вот первым делом посмотрел багажник. Ну, вроде уровень тот же остался. Сейчас посмотрю, что там под сиденьем. Ух ты, тут даже все высохло. Ну, отлично. Буду собирать. Сейчас испытаем новый домкрат. Вот как это окончательно выглядит. Закрепил относительно жестко. Сейчас соберу. Аккумулятор пришлось снять, потому что здесь прикручивал он две гаечки с болтиками. Сейчас попробую показать. Видите, как он тут на проволоке дальше, да. Ну что, ребят, первый запуск проба. Засветилось. Включаем. Заработал вентилятор. Идет нагрев калильной свечи. Как нагреется, включится насос. Ну и посмотрим. Сюда воздух идет холодный. Ты должен отсюда теплый должен выходить, уже подогретый. Заработал насос. Тут было видно, пузырики двигались в сторону печки. То есть вроде насос качает. Что сейчас происходит? Звук работающего котла, шипение, насос тикает, топливо подает. Вот это выхлопная труба. Выхлоп, она теплая, но рука держит пока что. Вот отсюда она выходит. Вот здесь уже прям горячая. Вот. Здесь пока воздух. Нет, теплый пошел. Все, пошел нагрев. Сколько у нас там температура? 11 на улице, 11 внутри. О, как вентилятор на полную мощность надо включился. Так, здесь холодный. Патрубки. Это воздуховоды, точнее. Вот так. Или тепленькие. Здесь еще одна. Выхлопная горячая. Вот тут запах идет дизеля. Вот здесь теплый воздух, кстати, идет. Теплый прям. Видно, коптит, видите. Вот электромобиль стал уже не электромобилем, с недостатками. Машин с двигателем внутреннего сгорания. Гляньте, копоть какая. Ну, теплая.
Так, воздух здесь теплый пошел. Вот. Выхлопная труба горячая, очень сильно горячая. Да, дотронуться уже нельзя. Патрубки, ну я бы сказал, холодные. Воздух теплый идет. Сейчас дверь закрою чуть-чуть. Пусть поработает. Вот так вот коптит дизель. И это все шло под машину. Теперь вот сзади машина идет. Ну, будет идти. Вот, ребят, нагрел на 5 градусов. То есть с 11 до 16 на 5 градусов. Вот, но я включал там до где-то 2,5 герца. Не помню, сколько там максимум должен быть. Вот сейчас, ну, долго. Минут 15-20, наверное. Нагревался. Вот такой звук теперь. Насос работает. Вот. Ну, завтра поеду на заправку, налью солярки и буду пробовать. Еще раз пощупаю, что тут нагревается. Выхлопная труба, конечно, ну она прям очень горячая. Вот она идет, коснуться до нее нельзя. Я ее здесь примотал к впускной трубе, чтобы воздух холодный заходил. Вот, и ну, нагревался от рядом идущего выхлопной. То есть две трубы рядом, металлические. Вот, еще что заметил. Здесь вот я замотал, видите, стекловату подложил, алюминиевым скотчем обмотал. Вот, и здесь, кстати, котел теплый. Так, а с той стороны холодный. Вот, и заметил то, что отсюда и сзади выходит теплый воздух, прям даже, ну, такой, можно сказать, ближе к горячему. Вот, а тут вот патрубки не заматывал, оставил, вот они теплые. Вот, тут похолоднее воздух выходит, то есть здесь идет из-под днища машины холодный воздух, смешивается, сюда попадает, и здесь он охлаждает патрубки. Вот, из-под машины заходит, здесь все охлаждает, и в том числе патрубки, и воздух отсюда и сзади выходит, но он теплый идет, не такой горячий, не настолько теплый, как здесь, то есть там надо тоже изолировать все. Это вот я покупал какой-то изолятор на Алиэкспресс, ну, мне он как-то показался, что он очень тонкий и тепло он будет плохо изолировать. Вот он, скорее всего, сделан из стеклоткани, то есть она не горючая. Вот, но как теплоизолятор, мне кажется, она очень плохая. Ну, вроде ничего здесь так критично не греется, все в пределах нормы. Завтра залью солярку и буду тестировать. Проверяю, не подтекает ли. Что-то тут мокренькое место одно. Так вроде все сухо. Но здесь уровень не уменьшился. Все нормально, думаю. В прошлый раз за ночь спустила отсюда вот и до сюда, то есть литров 6 ушло. Ребят, ну вот еще одно тестирование, да, получается плюс 3 на улице, плюс 7 в салоне, то есть опять же разница 4 градуса. Вот я периодически так вот засекаю температуру, ну вот на 4 градуса она отличается внутри и снаружи, это вот после утепления. Сейчас будем запускать, поеду до заправки, тут минут 10, наверное. Напряжение 13,9, 6 внутри, 3 снаружи. Включили. Теперь запуск. Так, калильная свеча, вон красненькая.
14,0 напряжение, 13,8, 13,6. Вот потребление пошло, немножко просадка идет. Время запуска 7:28. Так, примерно через минуту заработал насос, начал подавать топливо. Идет продувка, чувствую, воздух идет. Так, пойду снаружи посмотрим. Сижу вот где-то чуть больше метра, наверное, от глушителя, и, ну, условно называемого глушителя, и чувствую уже запах солярки. Так, 3 минуты после включения прошло. Сейчас заработал сильно вентилятор. Выключилась индикация, что идет нагрев калильной свечи. Хотел снять, не успел, напряжение до 11 с чем-то проседало. Вот. Воздух идет по-прежнему холодненький. Не чувствую, чтобы там нагрелось что-то. Четыре минуты прошло. Все, ребят, пошел тут дымок. Я так понимаю, нагревается уже. Все, ну я поеду сейчас на заправку, солярки налью. Как раз нагорит, вот 6 минут прошло после запуска. Пошел теплый воздух, чувствуется. Вот заправка, сейчас 8 литров, я думаю, залью. Посмотрим, насколько хватит. Залил 8 литров, хорошо, что 8, там пена пошла. Я думал, это не поместится, блин, горело. Вот, между прочим, хотел заглушить, думаю, надо же заранее выключать. Ошибка Е08. Сейчас пробую еще раз. Режим ON. Все, включен. Свеча загорелась. Напряжение 14. Ага, просело сразу до 13,7. Потребление пошло. Ну и запуск идет. Да, тут вот плюс 9 в салоне. То есть разница была 2 градуса, да, сейчас уже разница 5 градусов. В правой ноге прям хорошо тепло, прям в нее дует из-под сидения. Вот, но в целом как бы это сейчас запущено было на самой маленькой мощности 1,2 Гц. Это частота импульсов насоса, который топливо подает. Вот, ну попробуем на этой мощности, а потом добавим. Упало до 11,9 напряжение. Плохо. Я так понимаю, это зарядка аккумулятора перестала идти от большой батареи на свинцовый. И сейчас вот напряжение свинцового мы видим. Не знаю, штатно это или не штатно. Калильная свеча еще греется. Не успел чуть-чуть. Е10 выскочила ошибка. Вот мои записи. Е8 потеря пламени. Возникает, если нет топлива или проблемы с датчиком. Е10 отсутствие розжига. Проверить топливо и свечу. Я подозреваю, что когда заезжал на подъем, где заправка, я случайно, специально заправку снимал, наклонился бак в багажнике и воздух, насос начал закачивать воздух. Сейчас вот смотрю, ничего не понятно. Проверю еще раз. Да, тут ничего не видно. Ну, в общем, что, напряжение снизилось до 11,6. Я думал, уже все не потянет по мощности. И тут бац, включился вентилятор. Видите, сейчас насос качает, причем быстро качает. Вот. Воздух пока чуть теплее, чем было. Вот, потухла здесь свеча накаливания. Я думал, все, сейчас ошибка выйдет. Вроде, блин, и звуки горения идут. То есть там что-то происходит, то, что должно происходить. Сейчас еще чуть поработает, остановлю.
Видите, воздух все-таки был. Все, выключать буду. Пошел теплый воздух. Все работает. Звук горения слышно. Все. Пошел процесс выключения. Так, запустил печку. Вот показания, 17:33 время. 1 минуту она уже работает. Внутри +2, на улице. Вот, ребят, сколько я, 20 с чем-то минут еду, да? Нагрелась. Разница 4 градуса. Но опять ошибка. Е08, то есть срыв пламени. Я подозреваю, может, из-за того, что глушитель сзади, то есть я двигаюсь, тяга там создается дополнительный, и пламя просто сдувается. Может, вот так, такой эффект. Блин, надо еще поизучать. Вот сейчас остановился, перезапускаю. И напряжение, вот здесь мне нравится, до 11,6 падает. То есть, скорее всего, где-то проводка нагревается или какой-то контакт. Надо пробрасывать напрямую от свинцового аккумулятора 12-вольтового, ну, через предохранитель напрямую на печку. Иначе где-то что-то греется, мне кажется, когда-нибудь перегреется. Так, ребят, вот результат поездки. Я сейчас выключил, она постепенно останавливается. Вот, что тут у нас? Ехал я, видите, да, час. Нагрелась на разницу 7 градусов. Ну, как бы мало. По ощущениям в машине, ну, прохладненько. Конечно, было бы +2, было бы хуже, но +9 тоже маловато. Почему-то напряжение вот 11,8. Включилась калильная свеча, потому что на выключение она опять включается, наверное, дожигает там все. Ну, поэтому надо ждать. Все, отключилась калильная свеча, сразу напряжение поднялось. Да, видите, красненькая не горит. Вот, но работала печка не на полную мощность. Завтра попробую на полную мощность запустить и посмотреть, что получится. Пока, конечно, слабовато. Печка все еще выключается. Такое напряжение. Машина заведена. Вон зажигание включено. В салоне запах горелой солярки. Не знаю, мне неприятен он. Выключается долго, гляньте, уже сколько, 5 минут, наверное, работает. До сих пор еще вентилятор дует. Ребят, ну капец. Только вот затихло. Больше 15 минут она выключалась. И вот выключилась. Ну, вот это надо учитывать. То есть, если она охлаждает там все, ну, значит, надо охлаждать. Единственное, что 15 минут надо учитывать, что за 15 минут до приезда надо ее отключить обязательно. Постоял чуть машину, смотрю, запах идет. Ну, вот видите. Все, ребята, опять тот же дефект. Насос отключен. Ребят, ну что я могу сказать? Насос не тот. Я посмотрел видеозапись мою же. Вот у нового насоса должны быть контакты пластиковые, зеленые. А у этого, который вчера тек, они черные. То есть это тот же насос. Каким-то образом я думал, что я его заменил, а я его не заменил. Вот, но я вчера обыскал все места, где я предполагал, что этот насос есть. Его не нашел. Что теперь делать? Ну, подумаю. Новый заказывать, это опять ждать. То есть, либо в России заказать. Там тогда где-то, ну, от 3, может быть, 5 дней максимум получу новый насос. Ну, блин, ну, либо ничего не делать. Вот сегодня -6. Вот, ну, внутри +1. Конечно, много хуже, чем вчера было, +9 при тестировании печки.
Вот, ну, +1 это еще так, мой холодильник, это пока холодильник. Вот, а когда будет -10, он превратится в морозильник, тогда будет сложнее. Приехал новый насос. Вот он. Чем плохо теперь, если я ошибусь, да, то этот черный и этот черный. Тот, который потерялся, был зеленый здесь. Купил еще вот такой набор. Здесь фильтр топливный и краник. Если все это удастся подключить, ну, будет отлично. Краником можно. Перекрыл, насос снял. Тем более, что я узнал, что такой насос, ну, расходный материал, по большому счету, если 2 года отходит, то это хорошо, ну, по отзывам. Вот. Ну, опять же, зависит, сколько часов он отработает. То есть, если за 2 года там одно количество часов, то это одна ситуация. Если там больше часов, то, ну, другая ситуация. Вот. Ну, поэтому краник, я думаю, пригодится. Новый открываем. Запах какой-то солярки. То ли вроде новый, то ли испытывают. Он прям мокрый. Вот теперь все переставлю, соберу. Буду смотреть, что там дальше. Вроде работает, он на продувку попробовал. Но мне кажется, его лучше поставить возле топливного бака, там поближе. Подошел, закрыл, можно что-то делать, открыл. Пусть работает. Тут петля есть для крепления. Куда крепить ее? К чему крепить ее, пока не соображу. Но я оставлю в таком виде. Там на месте тогда буду устанавливать в машине и решу. Это вот штатные хомуты. Так-то вроде они слабые. Но трубка пока что не задубенела, мягкая. Я вот кусок отрезал. Может будет держать. Вот этот хомут, который был. Хомуты вот эти, которые были. И они держали нормально все. Поэтому я думаю, они послушают. Все. Сюда трубка подающая, фильтр, насос и в котел. Вот, а это туда, ну, думаю, туда вставлю. Ребят, ну вот первый день использования котла после замены насоса. Видите, нагрел насколько. Интересно сейчас. Перегрев 11 градусов. На улице -1 показывает, внутри +10. Очень комфортно, кстати, стало. Прям. Но я помню, когда холодало на улице, то вот до +12 было нормально. Ниже, когда +12, ну, внутри машины, то уже некомфортно, сильно прям некомфортно. Сейчас еще тут какая-то мга. Вот видите, по поводу запотевания. Нужно постоянно, чтобы работал вентилятор. Вот он как бы дует, просто дует. Печка самый холодный режим. Вот. Идет тепло из-под сиденья от котла. А вентилятор просто циркуляцию воздуха обеспечивает. Вот, и окна. Сначала вообще все запотело. Я вот вентилятор включил, и видите, вот прозрачность появляется. Ну, прикольно, конечно, прям, когда тепло. Прям очень хорошо. Но пока маловато, конечно, перегрев 11 градусов. Если на улице будет -10, то внутри будет маловато. Но
И котел сейчас не на полную мощность работает. Вчера я его запускал, он вообще отказывался работать. Там, ну, мне кажется, вообще все виды ошибок были. И потеря пламени сначала, потом Е08, потом Е01, низкое напряжение. Это уже после нескольких запусков все-таки проседает где-то проводка, видимо, греется, и напряжение, ну, снижается из-за потерь. Вот, надо улучшить проводку. Я уже думаю, массу сделаю на кузов. Вот, а плюс брошу от аккумулятора, от маленького, там через предохранитель, ну, такой навесной, отдельный провод. Вот, нашел вчера, кнопка грелась, оказывается, возле ручника, который включает печку. Вот это вообще было неожиданно, кнопка, чтобы, ну, очень сильно греется. И даже запах, она изолентой была замотана, запах вот горелой пластмассы пошел. Вот кнопку надо тоже заменить. Вчера уже 10 вечера было. Сегодня утром попробовал, вот все включилось и греет. Прикольно, ну вот дальше еще тестировать. За час вот так вот, видите, произошло. И что сейчас происходит, вот удивительно. Горит индикатор, что работает насос, но щелчков насоса не слышно. При этом дует теплый воздух. Вот, то есть тепло идет, а топливо не потребляется. Ну, прикольно, что. Какая же красота, когда в машине тепло. Приезжаешь домой, уже не нужно становиться ногами на теплый пол, подставлять руки под горячую воду или обнять батарею, чтобы согреться. Котел теперь прогревает машину до плюс 15, сегодня утром прогрел, вчера чуть дольше он работал, до плюс 17 прогрел. То есть, ну, прям очень тепло. Вывод какой? Мощности печки достаточно, чтобы прогреть эту машину, но производительности недостаточно. То есть воздушный поток недостаточно большой, чтобы быстро прогреть этот объем машины, то есть, ну, объем салона, объем воздуха. Вот, надо что, либо увеличивать поток воздуха, да, то есть более производительный воздушный насос поставить, либо увеличить оребрение. Ну, воздушный поток должен все равно стать больше, то есть производительность вентилятора нужно повышать. Вот, а дальше уже оребрение, там все остальное, это серьезные доработки, которые, ну, не знаю, стоит ли делать, тут места не так много, которое отведено под котел. Вот, а оребрение, ну, это уже серьезное, как бы, изменение. Ну, не знаю, стоит ли их вообще делать. Вот. В целом, результат, считаю, очень хороший, очень положительный. Прям как-то, ну, уровень комфорта заметно улучшился. Вот, впереди морозы. Я уже посмотрел прогноз, там до минус 10 градусов. Вот я еще поиспытаю, как, что тут работает. Может быть, там солярка летняя оказалась, или еще какие-то проблемы всплывут. То, что в салоне появлялся запах горелой солярки, оказалось, выхлопная трубка не слишком плотно была подключена к котлу. Я ее поприжал посильнее. И, ну, запаха сейчас я не чувствую, чтобы он был. Вот надо еще герметиком обмазать. И все тогда будет вообще хорошо. Но в целом, как бы, я не очень в восторге от того, что котел на солярке. Это электромобиль, и он должен работать на электричестве. То есть будем в дальнейшем разрабатывать дополнительное питание, дополнительный электрообогрев. То есть только электро. Смотрите в следующих сериях продолжение темы DIY с электромобилем. Спасибо, что досмотрели до конца. Всего вам доброго.